Читай, что написано. О, здесь прятки. Мы реально будем в них играть? Все нормально? Да, таковы правила. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Я иду искать Radio No, дословно перевод «Готовы вы или нет». Американский комедийный хоррор режиссеров Мэтью Беттинелли Олпина и Тайлера Джиллета с Самантой Уивинг об охоте на невесту в мрачных декорациях старинного особняка, где харизматичные персонажи проливают литры крови, обсыпая все это сарказмом и черным юмором. Критики оценили фильм положительно, в частности отметив тон, юмор и острые ощущения. Сатирическая брутальная комедия «Я иду искать» продолжает тему, заявленную в пословице «Хорошее дело браком не назовут», но не зацикливается на ней, ей нужно еще приберечь патроны для других мишеней. Клара мертва? Мне она нравилась. Блин, я забыла пушку! Папочка, прости меня, пожалуйста, я такая тупица. Милая, ничего. Ты не тупица, милая. Хочешь, возьми мой арбалет. Мистер Лидомас, она побежала в сторону. Господи боже! Фильм «Я иду искать», актеры и роли. Самара Уивинг, Грейс Ледамас, молодая невеста Алекса. Марк О'Брайен, Алекс Ледамас. Адам Броди, Дэниел Ледамас, брат Алекса и Эмили. Генри Черни, Тони Ледамас. Энди Макдауэлл, Бекки Ледамас, жена Тони. Кристиан Бруун, Фич Брэдли, муж Эмили. Мелани Скрофана, Эмили Ледамас. Элис Левек, Чарити Ледамас, жена Дэниела. Ники Гуаданье, Хелен Ледамас. Джон Ралстон, Стивенс, дворецкий. Окна и двери все еще открыты. О, и, к сожалению, Дору немного прибило, сэр. Кухонным лифтом. Вот и кончилась прислуга. Невероятно! Она выводит нас из игры. Как она это делает? Успокойся. Но я не понимаю Бекки. Она ведь просто она просто тупая блондинка. Исполнителю главной роли Самару Уивинг пришлось обучать управлять автомобилем, или, по крайней мере, выглядеть так, будто она реально ведет машину. В распоряжении съемочной группы фильма «Я иду искать» было всего 5 канделябров, поэтому их приходилось постоянно перемещать в места, где в данный момент проходили съемки. Для соответствующей сцены было предложено почти 200 названий вымышленных настольных игр, однако все эти игры, кроме 8, юридический отдел отклонил. Помните, что стало с Ван Хорнами? Они погибли в пожаре. Да, так писали в газетах, но они... Хотя лучше тебе не знать. Поверь, нельзя трахать мистера Либейла, иначе мистер Либейл трахнет вас. Не мог договориться на других условиях, Виктор. Съемки фильма «Я иду искать» 2019 года проходили в Касса-Лома. Это неоготический замок начала 20 века в Торонто, Канада. Замок охраняется государством, поэтому там было запрещено зажигать свечи и трогать многие предметы интерьера. Художник по костюму создал 17 различных вариантов свадебного платья Грейс, чтобы показать, как на одежде сказывается происходящее в фильме «Я иду искать». Гвоздь, пробивший руку Грейс, был продуктом компьютерных технологий. Желтые кроссовки Грейс пришлось красть вручную, так как кроссовки этой фирмы, этой модели, в желтом цвете уже не выпускают. Я не как они. Ты меня изменила. И все благодаря тебе. Да? Милая, Грейс, мне так страшно. Руки от меня убрал. Все, ладно. Я хочу развестись. Фильм «Я иду искать». Сюжет. Свежеиспеченная невеста Грейс на званом ужине знакомится с эксцентричной и чрезвычайно богатой семьей своего жениха Алекса. Семейство Ледамас сделало состояние на всякого рода играх, от шашек до монополии, поэтому неудивительно, что у них есть своеобразный обряд посвящения для нового члена семьи. В первую брачную ночь, ровно в полночь, необходимо сыграть в игру. Выбор определяется необычной коробкой, с которой вытаскивает карту со случайной игрой и, конечно, мистером Лебейлом, таинственным мужчиной, заключившим сделку с прадедом жениха, в результате которой они теперь богаты и успешны. Когда Грейс вытаскивает карту, на которой написана «Игра в прятки», родственники не могут скрыть выражение шока на своих лицах. Действие фильма «Я иду искать» происходит в шикарном старомодном особняке, оборудованном коридорами для слуг и кухонными лифтами, а также в идеально ухоженном парке возле него. Лучшего места для игры в прятки не найти при всем желании.
Довольно скоро Грейс предстоит понять, что ставки в этой, безобидной на первый взгляд, игре крайне серьезные – жизнь или смерть. О, нашли ее. Нет, может быть где угодно. Вот и нашлась. Я иду искать искрометной хоррор-комедии с привлекательной главной героиней и разношерстными антагонистами. Баланс юмора и жестокости в ней хорошо соблюден, а сюжет умудряется даже подкинуть пару сюрпризов. Мелькают отличные шутки о стыке современных технологий и вековых традиций. В какой-то момент один из персонажей смотрит на YouTube руководство, как пользоваться арбалетом. И главное, не приходится, недовольно поглядывая на часы, дожидаться финала. Ведь хоррор «Я иду искать» 2019 года не злоупотребляет вашим временем и вниманием. Самара Уивинг воплотила на экране невероятно адекватную, милую и очень естественную девушку Грейс, которая отлично смотрится в подвенечном платье, в кедах и с дробовиком в руках, и за чью судьбу переживаешь весь фильм. Стойте, умоляю вас! Стойте! Спасибо, спасибо, спасибо! Дороги свали, шлюха! Да чтоб ты сдох, сволочь! Ты животное! Мелкочленный, дырявый недоделок! Чтоб тебя коты помойные задрали! Вызывают исключительно положительные эмоции и смешные образы родственников. Наркоманка, которая так обдолбана, что стреляет по всему чему угодно, только не по героине. Не забыть злобной старухи с секирой, которая одним своим бурящим взглядом вызывает смех и ужас. Эта толпа нелепых убийц забавляет от начала и до конца. У них отличная химия с друг другом, что выгодно отличает картину от представителей жанра, где все охотники представляются плоско-одномерными злодеями. Создатели настолько умело жонглируют тонким черным юмором, напряженными моментами, очарованием приятного, едва ощутимого трэша, что картина пролетает в удовольствие. Вы посмеетесь и попереживаете, и до самого конца будете гадать, чем же все закончится, начавшись с восклицанием героев «Я иду искать». Здесь все горит! Проверь здесь, я туда! Мэм, что с вами? Вы меня слышите? У нас тут раненые, срочно пришлите медиков. Принято! Мать честная, кто вас так? Родственнички.